Всем привет! И в этом видео я покажу два способа, как можно высушить волосы с прикорневым объемом, которого бы хватило на 3 дня. Это будет работа с прикорневой зоной. У меня волосы чистые, но они высохли естественным путем неправильно, поэтому я иду мыть волосы заново. Волосы я намочила и сейчас буду мыть их перед вами. Я использую шампунь глубокой очистки. Беру немного шампуня, вспениваю его в ладонях и наношу в прикорневую часть, но буду протягивать по длине, этого достаточно. Смыла шампунь и дальше беру густой бальзам и наношу его только на нижнюю треть волос. Выдержала пару минут и смыла. Промакиваю волосы полотенцем и выбираю стайлинг. Это будет OSiS спрей с фиксацией с термозащитой. Я прочесываю волосы вот такой расческой. Первый способ – это нанесение спрея на влажные волосы. Такой способ позволяет получить прикорневой объем более мягкий и подвижный, но в то же время стойкий. Достаточно будет взбивать в течение дня волосы руками у корней, и объем заново появится. Дальше я снимаю насадку и сушу волосы теплым потоком воздуха по длине. Прикорневую зону стараюсь не засушивать, она и так очень быстро сохнет. А еще я хочу познакомить вас со своей новой услугой. Ее испробовали уже более 1000 моих подписчиц. Это индивидуальный подбор стрижек по вашим фото, а также формат текстовой консультации от меня. Возможно, вы мечтали сделать какую-то определенную стрижку, но боитесь, а подойдет ли она вам. Ведь состриженные волосы назад не приклеишь. И иногда понадобятся годы, чтобы вернуться к исходному результату. А это отличная возможность посмотреть на себя в разных образах. Как получить услугу, оставила в описании под видео. Все, волосы я просушила, они почти сухие. Дальше я надеваю насадку на фен, прочесываю, собираю верхние волосы, чтобы они не мешались. На ощупь мои волосы сейчас немного жестковатые, это мне и надо было. Беру брашинг диаметром 52 мм и буду активировать свой спрей на волосах горячей температурой. Внимание, не теплой, а горячей. Нам нужно быстренько изменить водородные связи в волосе. Это может легко делать влага и горячая температура. Задача спрея – зафиксировать новую измененную форму волоса. В нашем случае это объем. А теперь пошагово. Включаю горячий режим, нагреваю брашинг, подставляю брашинг под прядь, быстро прогреваю это все дело. При этом одновременно прокручиваю брашинг. Не меняя натяжение, включаю холодный режим и фиксирую результат. Это обязательно. Без фиксации холодным воздухом вся работа пойдет на смарку. Старайтесь выбирать пряди тонкими, и тогда вау, объем вам обеспечен. Как это все работает? Когда мы начинаем сушить корень горячим воздухом с оттяжкой на брашинг или скелетную расческу, то спирт и вода из стайлинга испаряются, а полимеры под воздействием температуры становятся пластичными. Они плавятся и растягиваются по форме нашего залома, который мы создали. А затем в ход идет холодный поток воздуха, и вот тут наступает магия остывания. Полимер остывает вместе с волосом и превращается в плотную, но эластичную микрокапсулу вокруг каждого волоска в прикорневой зоне. За счет того, что спрей высох вместе с волосом, он физически утолщает его диаметр у корня. Волос становится более жестким, плотным и уже сам по себе может стоять вертикально, сопротивляясь гравитации. И при этом нет склеивания. Волосы остаются рассыпчатыми, их можно прочесать. Также нет тяжести, в отличие от некоторых пенок и муссов, которые могут переувлажнить или утяжелить тонкий волос. Этот спрей дает сухую жесткость. Также стойкость. Такой каркас не разрушается от влажности на улице или легкого пота, так как полимеры уже зафиксировались в нужной форме. Ну и для закрепления результата, если у вас кожа головы склонна к жирности, можно воспользоваться сухим шампунем сразу же после такой укладки. Да, прямо на чистые волосы в течение дня он будет впитывать весь себум, который будет вырабатывать ваша кожа. Второй способ – это использовать спрей прямо в моменте, перед тем, как вы будете укладывать каждую прядку. То есть, берете прядку, наносите спрей и приступаете к укладке. Все те же самые действия, что мы делали раньше, но фиксация будет гораздо жестче и выше объем. Ну вот, если вам нужен более жесткий объем, используйте второй способ. Я часто его использую на макушке и иногда на челке, так как у меня зона челки редкая, волосин мало, то меня этот способ сильно выручает.
Помню, что эти два способа являются просто базой создания прикорневого объема. Это как бы это не укладка на всю длину волос. Здесь видно, что у меня волосы помятые, а объем есть. И уже на такой базе я смогу укладывать свои волосы по длине, как захочу. Например, могу вытянуть подлиннее и немного подкрутить концы. Для этого я использую термозащиту на водной основе. Ее я наношу только на кончики, максимум до середины длины. И дальше также быстро горячим потоком воздуха и брашингом с маленьким диаметром я подкручиваю волосы и получаю вот такой результат. Могу уложить челку и могу сделать текстурную укладку. Это всего лишь несколько примеров. Вообще можно сделать все, что угодно на такой объемной базе. Ломаная текстурная укладка сейчас в тренде, но важно, чтобы кончики волос были ухоженными, плотными и блестящими, чтобы волосы не пушились, иначе с такой укладкой будешь выглядеть просто неаккуратной. Подписывайтесь и до новых встреч!